Приветствую всех заглянувших на мой канал. С вами Марина. И Марина сегодня хотела рассказать немного вам о барбарисе. Вот он, большой-большой куст передо мной, готовящийся зацвести. Видите, на бутонах. Итак, барбарис. Я не знаю точно, сколько их видов существует, но передо мной вот барбарис, который называют обыкновенный. Интересен этот самый обыкновенный барбарис. Ну, во-первых, я бы вам хотела сказать, что самый, который обыкновенный, может вырастать более 2,5 метров. Вот я сейчас стою, я даже не могу достать до макушки. Если вы будете сажать самый обыкновенный барбарис у себя на участке, учитывайте его вот эту вот высокорослость. У нас, это я сейчас нахожусь на работе, вот этот именно куст не стрижется. И еще один не стрижется. И вот, понимаете, если его не стричь, то ягодок вы дождетесь. Вот даже остались еще с того года ягодки. Он будет высоким раскидистым кустом роскошным, он будет цвести, потом завяжутся ягодки. Но вот в этом году даже воробьи его не оклевали. Обычно почти все склевывают воробьи за зиму. А вот это куст, который стрижется. Вернее, здесь даже не куст, а здесь целая живая изгородь. Из этого как раз барбариса. И здесь плодов вы уже не увидите. Здесь только листья. И вот они уже лезут, новые молодые побеги. Они, когда отрастут, мне придется снова это все постригать. Сказать, что стричь его еще то удовольствие. Где-то в питомниках, в парках, хозяйствах, там есть специальные пилы, насадки, где все это довольно-таки просто, это все стрижется. У нас здесь участок небольшой, тут их всего несколько кустов, поэтому приходится стричь вручную. Ну и все бы ничего, если бы просто постричь, но ведь эти все ветки надо потом собрать. Потому что если они будут лежать все вот там, и один раз мы их пострижем, они будут лежать, и другой раз пострижем, они будут лежать, и третий, то что же там будет? Там уже и ногу некуда будет поставить. И не забывайте, что это такое растение колючее. Так просто ветки здесь не сбросишь. Их приходится собирать осторожно, потому что шипы, потому что воткнутся. А потом я их сжигаю. Надо сказать, что живая изгородь из него получается просто замечательная. Никто в здравом уме вот через эти все колючки просто-напросто не полезет. И если высадить вот от нежелательных визитеров, двуногих, четвероногих, всяких разных, то вот это прекрасная будет живая стена, которая будет декоративна вот и весной, и летом. А потом по осени тоже будет очень декоративно смотреться. Несмотря на то, что вот он стрижется, он довольно быстро обрастает. И поэтому это совершенно не страшно. Вот он у нас стригся и уже не 1 год. Стригу я его на глаз, надо сказать. Просто так, не до идеального. Но, в принципе, оно получается. Согласны со мной? В принципе, все нормально. Можно натягивать веревочку какую-нибудь, если вам хочется, если вы не доверяете своему глазомеру. Но я обхожусь, честно говоря, обхожусь без него. Обычным секатором все это я состригаю. И вот еще один куст, который тоже почти не стрижется. Я только немного срезаю его побеги, которые сильно наклоняются на дорожку, чтобы не мешало проходу. И повторяю, что вот когда он будет цвести, вы аромат его почувствуете издалека. Пахнет очень свежо, очень... Ой, ну как же даже бы объяснить, чем же он пахнет-то? Ну вот какая-то вот свежесть, какой-то даже немножко лимонная какая-то нотка присутствует. Не могу, затрудняюсь описать, но, повторяю, запах просто изумительный. И благодаря вот такому большому наличию цветущих кисточек, которые будут распуститься, будут свисать, это растение является хорошим медоносом. И мед с него получается очень душистый, такой желто-зеленоватого цвета, тоже очень вкусный. Запоминайте, медонос. Но на этом его польза не заканчивается. Помимо живой изгороди, помимо медоноса, вот именно сейчас можно собирать его листочки. Вот период бутонизации, период цветения, можно собирать листочки барбариса. Сина у него очень твердая.
Представляете, я даже прочитала, что раньше из древесины барбариса делали даже сапожные гвозди. Представляете, такая твердая древесина, что можно выточить гвоздик, сделать, в общем, с помощью этих гвоздиков стачать какую-то обувь, ботинки, сапоги, что там. И эти гвоздики будут держать. И значит, она долго не гниет. Потому что же это? Раз прошелся по лужам, и все, конец ботинкам. Вот. И также, так как древесина это очень твердая, из той же древесины раньше делали какие-то токарные изделия. Что-то вытачивалось, что-то где-то применялось. Ну, сейчас, конечно, в наш век, даже не знаю, как сказать чего, не железный век, кибернетический век, век искусственного интеллекта, всяких принтеров, ну, наверное, это не актуально, но кто знает, что будет дальше с нашей цивилизацией, как оно все обернется. Вот такие сведения я вам сообщила. Я вам все рассказала об обыкновенном барбарисе, ну и, наверное, многое относится к его разновидностям. Разновидности у него есть тоже очень интересные. Вот представляете, вот это с зеленой листвой разновидность, а есть разновидность с золотистыми листьями, желто-золотистыми, как будто осенью. Есть вариегатные листья, то есть, знаете, да, по кончику, по краешку листа будет идти белая кайма. Есть сильно зазубренный лист, вот, то есть вот здесь совсем чуть-чуть, да, видите, вот немного совсем ворсинок, а они будут глубоко вырезанные. Ну, наверное, смотрится эффектно. И еще знаете, что встретила? Какую информацию? Но это только информация, вживую не видела. Видите, ягодки у него красные, у самого обычного барбариса. А есть барбарис с желтыми плодами. А еще есть барбарис алва, и там белые плоды. Вот уж диковинка так диковинка. Я постараюсь поискать в интернете, если найду такое фото, то я приложу его сюда. Но, я так думаю, все обладают достаточной фантазией, чтобы представить мимо вернее, вместо вот этих красных плодов белые или желтые. Тоже, наверное, эффектно смотрится. Еще барбарис пурпуреа, у которого листья не зеленые, а как бы красно-фиолетовые, пурпурные. И которые сортовые барбарисы, они не такой силой роста обладают, они гораздо скромнее. А вот этот самый обычный, вот он какой вымахивает. Смотрите. Большой. Ну, более-менее я рассказала о нем, что знала. Это от березы уже веточка. А решать вам, что вы будете. Будете ли его сажать, не будете ли его сажать, будете ли его оставлять в естественной форме, ну, такой довольно раскидистой, довольно тоже интересной, или же вы будете его стричь. Но учтите, что это занятие такое очень-очень травмоопасное, занозоопасное. Наверное, много слов скажете не очень хороших и в адрес барбариса, и вообще. Ну, повторяю видео о том, как я его стригу, оставлю ссылочку на это видео. А вы решайте, любуйтесь, выращивайте. Как изгородь вообще, мне кажется, у него нет никаких конкурентов с такими колючками. Всего вам доброго, до следующей встречи. С вами была Марина.